Привет, друзья! В этом видео мы создадим простое, но очень интересное приложение погоды с нуля. Узнаем, как с помощью JavaScript и API погоды можно получить данные о текущей температуре, влажности и скорости ветра. Но обо всем по порядку. Погнали! Для начала выполним все необходимые подготовительные работы, а именно подключим стили с помощью тега link, укажем путь, style CSS и подключим JavaScript. Перед закрывающим тегом body укажем тег script и пропишем путь script.js. Также нам необходимо подключить иконочки. Для этого воспользуемся уже готовым решением. В строке поиска Google я прописал CDN Awesome. И по первой ссылке мы можем перейти, скопировать и вставить наш проект перед закрывающим тегом head. Но не забудем указать link. И теперь создаем HTML структуру. Добавим div с классом card. Внутри него заголовок h1. Под ним параграф с датой. И span, в котором укажем ID date. Это нам нужно для нашего скрипта. Далее блок с поиском search, в котором поле ввода и кнопка. И теперь для поля ввода добавим класс input placeholder city name. Для кнопки укажем ID. Класс. И внутри нее разместим иконочку. Класс я заранее подготовил, чтобы не тратить время. Видим, что иконочка поиска появилась. Отлично. Далее добавим блок с погодой, а именно температура и город. В нем будет указано. Заголовок H2. Но с модификатором City. Можем указать любой город, я напишу Нью-Йорк. Далее добавим еще один блок небольшой, в котором у нас будет заголовок. Можем скопировать, поменять на H3 и поменять модификатор temp. 22 градуса Цельсия. Градусы я нашел в интернете буквально за пару секунд. Вы можете также это сделать. Я решил не тратить на это время, не показывать, где конкретно я искал. Поэтому все это очень просто можно найти. Далее AMG. Путь я указываю пустым. Через JavaScript мы будем вносить изменения динамически. Card weather icon. Alt icon. Отлично. Теперь нам остаются кое-какие детали.
а именно влажность и ветер. Их я добавил в отдельные колонки. Также нам понадобятся иконочки. Для ветра. И для значения этого показателя. Скажем, класс card.info. И запишем, к примеру, 15 метров в секунду. Скопируем этот блок. Ставим чуть ниже. Поменяем класс. Поменяем название. ID. И значение показателя. 50%. Для начала подключим шрифт. Я перешел на официальный сайт Google Fonts. И в строке поиска пропишем наш шрифт Poppins. Нажмем Get Font, Get Empt код. Далее можем выбрать способ подключения. Я обычно выбираю импорт. И здесь мы сразу можем выбрать жирность. Какая нам нужна и какая нет. Regular нам нужна. Оставляем. И Medium. Все. За несколько секунд мы выбрали шрифт и убрали ненужные начертания. Копируем и вставляем в Style CSS. Далее обнуляем все ненужные стили, внешние отступы, внутренние, и пропишем Box Size and Border Box. Для всех инпутов и кнопок, их у нас будет не так уж и много, но я решил вынести все это отдельно. Берем Border и скажем Outline 0. Для body зададим фон белого цвета, скажем Display Flex, расположим наш блок по центру на всю высоту экрана и, конечно же, подключим шрифт. Есть. Далее обратимся к нашей карточке с погодой, укажем ей ширину 470 пикселей, разрешим уменьшаться и запретим увеличиваться. Сразу добавим внешние отступы, это нам пригодится при адаптиве. Зададим фон градиентный. Так, укажем цвет белый. Закруглим на 20 пикселей. Внутренние отступы 40 сверху снизу, 20 слева справа. Выровняем по центру. Укажем высоту 230 пикселей. Это не совсем хорошая практика. Но в нашем случае контент не будет изменяться по высоте. И поэтому мы можем так поступить. Но в будущем старайтесь избегать фиксированных значений высот, особенно для контентной части. Далее для заголовка
Укажем размер шрифта 32 пикселя. Обратимся к его модификаторам. Температура. Font weight 500. И город. 45 пикселей. И font weight regular 400. Далее для даты. Card date. Укажем размер шрифта 20 пикселей. Отступ вниз 15. Для поиска зададим display flex. Небольшой отступ 10 пикселей. Расположим по центру вертикали на всю ширину. Отступ внешний вниз 25 пикселей. Далее для инпута укажем цвет. Внутренние отступы 10 и 25. Закруглим на 30 пикселей. На всю ширину фон укажем белого цвета. Размер шрифта 18 и высота 60. Для кнопки сделаем ее круглой. Border радиус 50%. Ширина 60. И также укажем с помощью свойства Flex ширину 60 пикселей. Добавим курсор pointer. Фон укажем также белый. И высоту также 60 пикселей. Теперь обратимся к иконочке. И ей добавим немного плавности для трансформ. И теперь, когда мы будем наводить на кнопку с поиском, наша иконочка должна немного увеличиваться. Отлично. Теперь для погоды изначально мы ее полностью скроем, но покажем в том случае, если город будет найден. Далее для Card Block укажем также Display Flex, Justify Content Center и Line Items Center. Отступ по 15 пикселей, внешний отступ 20. Можем сначала закомментировать, чтобы видеть наши изменения. Ага. И тогда закомментируем высоту. Вот. Отлично. Теперь для изображения укажем ширину 100 пикселей, высоту 100 пикселей и Object Fit Cover. Далее для Details укажем внутренний отступ 0,20 пикселей. Ограничим по ширине. И расположим по центру. Для колоночки с нашей влажностью и ветром укажем Display Grid. Здесь немного пришлось заморочиться.
чтобы данные блоки были ровненько друг под другом. Text line left и отступ 16 пикселей. Зададим отступ вниз, кроме последнего элемента, 20 пикселей. Далее для карт info укажем border left белого цвета и padding слева 16 пикселей. Для иконочки зададим ширину 20 пикселей и также повторим для свойства flex. Теперь нам остается добавить класс active. Когда наша карточка примет этот класс, мы будем запускать анимацию, animation. Угу. Назовем ее show. Добавим небольшую задержку. И напишем ее чуть ниже. To transform scale 1, opacity 1. Так. Все очень даже неплохо у нас получается. Теперь мы можем раскомментировать и убрать информацию о погоде. Для начала объявим переменные. Нам нужен будет API ключ. Оставим его таким. Наша карточка с погодой. Карт. Поле поиска. Search box. Карт input. Кнопка поиска. Обратимся к ней по ID. Search btn. Так. Далее температура. По модификатору. Город. Влажность. Ветер. Иконочка. Иконочка погоды. И дата. Date. Супер. Теперь давайте создадим функцию для отображения даты. Назовем ее show date. В ней создадим переменную null.
и получим объект даты, экземпляр объекта. Что нам нужно? Получить число месяца, день. Обратимся к нашей переменной now и с помощью метода getDate мы сможем получить число месяца. Далее нам нужно получить сам месяц. Month name. Обратимся снова к now и воспользуемся методом toLocalString. Он поможет нам извлечь название текущего месяца и выбрать локаль. Нам нужно на английском языке, поэтому записываем N. И в опциях дополнительных указываем для месяца months, как именно будет выводиться наш месяц. Полное описание long, short сокращенное, numeric, соответственно, это числовое представление. 1, 2, 12 и тому подобное. Мы выбираем long. И теперь все, что нам остается, это вывести в date с помощью inner HTML. День и месяц. Но, как видим, у нас ничего не появилось. Я предлагаю вам поставить это видео на паузу и помочь мне разобраться, почему все так. Я уверен, для вас это будет просто, и заодно вы мне очень поможете. Так, готовы? Нажимаем на паузу. Уверен, что вы справились с этой задачей. Все максимально было просто. Мы не вызвали функцию showDate. И теперь видим, что наша дата появилась 2 мая. Сегодня как раз именно такой день. Теперь нам остается получить дату. Для этого добавим функцию. Будем асинхронно ее вызывать. Назовем getWeather. И принимать она будет город, соответственно, который мы введем в поле ввода. Для начала мы удалим лишние пробелы с помощью метода trim. Если города не будет, нет смысла продолжать и просто выйдем из этой функции. Но если город есть, именно тот, который существует в реальной жизни, то мы будем пробовать отправлять запрос. Добавим переменную response и с помощью await fetch будем выполнять запрос к API. К какому API, вы спросите? Вот сейчас я вам все объясню. А воспользуемся мы бесплатным API сервисом о погоде OpenWeatherMap. Ссылку я оставлю в описании. И тут прямо на главной мы можем проверить. Ввести любой город.
Мадрид, к примеру, и сразу узнать погоду. Также здесь дополнительная информация есть, скорость ветра, влажность и так далее. Все, что нам будет нужно в нашем проекте. Также на 8 дней можно узнать прогноз и так далее. То есть полную информацию. Нам это все в нашем случае не нужно. Мы будем выбирать что-то по отдельности. И теперь нам нужно перейти на страницу API. Здесь мы найдем текущую данные о погоде. Перейдем в документацию. Здесь есть несколько разных вариантов отправления запроса. Нас интересует именно по городу. City name. Так. Теперь мы можем просто скопировать. Также здесь можем посмотреть дополнительные параметры. Есть обязательные параметры. В нашем случае это город. App ID – это ключ уникальный, который вы можете получить после регистрации. Я уже здесь зарегистрирован. Ключ мне любезно предоставили. Регистрация очень простая, буквально за несколько секунд у меня появился свой личный ключ. Так, далее мод. Мы выбираем формат ответа XML, HTML. По умолчанию используем JSON. Нам его хватит, будет достаточно. Далее units. Это размеры значений. Здесь нам также понадобится не совсем стандартные, потому что если мы выберем именно стандарт, то температура будет указана в кельвинах. Нам это не нужно. Мы привыкли к градусам. И lang язык тоже опционально. Можем добавлять этот параметр, можем не добавлять. Теперь копируем ссылку. Давайте первую скопируем и вставим наш запрос. Так. Weather. Видим, город есть, но это не совсем то, что нам надо. У нас есть свой город. Значок доллара. И добавим нашу переменную City. Далее ключ APK. У нас также есть свой. Я уверен, что вы уже зарегистрировались и вставили этот ключ вот в эту строку. И теперь мы укажем дополнительные опции. Units, Metric. Для того, чтобы температура наша была в градусах Цельсия. Вот и все. Теперь нам остается проверить, как у нас дела с ответом на наш запрос. Если все не совсем отлично, то добавляем ошибку. Город не найден. Так. Будем отлавливать ее.
и выводить с помощью alert. Но если у нас все хорошо, данные получены, эти данные мы выводим в переменную result. Response JSON. Давайте сразу посмотрим, что будет выводить в консоль, какой нам даст ответ, и вызовем данную функцию. По нажатию на кнопку поиска Search Box Search BTN, BTN, клик, будем вызывать getWeather и передавать значение из поля ввода value. Так, давайте проверим, все ли у нас хорошо. Сразу откроем консоль, напишем Токио, нажимаем, город не найден. Так, видим ошибку, все банально просто, мы не добавили ключ API. Сейчас я это сделаю скрытно, незаметно от вас. Так, я очень надеюсь, вы не подсмотрели мой ключ. И теперь мы снова пробуем. Я его вставил, переменную API. Вводим опять-таки Токио. И видим ответ от нашего API сервиса. Здесь у нас есть координаты и главное, а именно температура, максимальная, минимальная, имя города Токио и еще много всяких данных. Но нам, конечно же, не все нужно. Вот ветер, ветер нам пригодится. Что еще? Здесь иконку давайте найдем. Вот иконка, название ее. Она нам также пригодится. Влажность давайте поищем еще. Вот она. И по сути это все, что нам нужно. Теперь продолжим писать нашу функцию. Если все отлично, добавим класс Active для нашей карточки. Укажем другую высоту. 530 пикселей. И нам еще нужно отобразить иконку погоды. Создадим переменную icon URL. Вернемся в наш Google поиск. Я ввел OpenWeather Icon и перешел по первой ссылке. Здесь представлено API для получения иконочки. Здесь мы видим разные варианты. Все подробно расписано. Почему я искал через поиск? Потому что я не смог найти ссылку на главной странице. Именно на эту страницу. Здесь все, что нам нужно, это вот эта ссылка. Копируем ее и вставляем вот сюда. Так. Теперь здесь нужно внести кое-какие корректировки. Название у нас статичное, 10D. Мы его поменяем на динамику. Result. Помним наш объект, который получили.
погода, weather, наш массив, нулевой элемент, первый самый, и иконочка. Здесь можем поменять на 4х, чтобы сама иконка была побольше. Так, теперь нам остается для нашей icon указать путь icon URL, который мы только что получили. Откуда я взял result weather 0, icon и тому подобное? Давайте посмотрим из консоли. Так, введем опять-таки Токио. Видим, что наша иконочка уже появилась. Так, но также видим, что высота не изменилась. Сейчас заметил ошибочку. Card Style. Введем еще раз Токио. Супер, у нас уже практически все работает. Так, мы получаем объект, в котором перейдем к weather. Видим, что weather это массив. Нулевой элемент weather 0 мы указали. И icon. Свойство icon и значение в нашем случае 10n. То есть все так, как мы указали в нашей ссылке. И теперь нам остается вывести все данные из нашего ответа, нашего объекта погоды. Выведем название города, city, inner HTML, result, name. Но у нас есть небольшая проблемка из-за того, что city мы принимаем изначально в нашей функции. Это параметр. И переменная у нас также называется city. Поэтому давайте ее перезапишем. City name. И выведем название нашего города. Выведем также влажность. Inner HTML. Будем использовать обратные кавычки. Result, main. И укажем процент. Скопируем то же самое, практически сделаем для ветра. Метров в секунды. И у нас остается еще температура. Темп. Температуру мы будем округлять с помощью mass round. Result, main, temp. Здесь также градусы Цельсия можем скопировать из HTML. Так. Давайте проверим и заодно я покажу, откуда я что брал. Еще раз. Так, попробуем ввести какой-нибудь город. Минск. В ошибке ничего страшного нет, просто мы пытаемся вывести значение в тот элемент, которого нет. Ошибок бояться не стоит. Ошибки нужно любить.
Но, конечно, стараться, чтобы их было как можно меньше. Так, давайте проверять. Посмотрим на город, проверим. Мы сразу выводим именно в него. City name. Получаем по ID City. Так, City, но ID мы не видим. Вот, собственно, в этом и ошибка. Я надеюсь, мы сейчас ее устранили. Минск. Так, супер. И теперь давайте посмотрим, что откуда мы получали. City name. Result name. Result name. Минск. Далее влажность. Result. Сам объект. Main. И влажность. 38. Далее ветер. Result. Ветер. Wind. И speed. Скорость. 3,62 метра в секунду. И то же самое с температурой. Result main. Темп 13-12. Мы ее округлили. В нашем случае в меньшую сторону 13 градусов. Отлично. Я думаю, это понятно. Что еще хотелось бы добавить? Не всегда удобно нажимать на поиск. Всегда мышкой. Искать эту иконку, кнопку поиска. Намного проще бывает нажать просто Enter. Давайте добавим еще один обработчик событий. Search Box, поле ввода. И событие нажатия на клавиши Key Press. Но не на все клавиши. А будем проверять, если эта клавиша Enter, то в таком случае мы вызываем функцию getWeather. Проверяем. Введем город. Давайте я введу свой, Бобруйск. И нажму на Enter. 13 градусов. В принципе, температура неплохая. Как видим, мы можем вводить кириллицу. И в этом нет больших сложностей. Наш API-сервис сразу все правильно определяет. Что еще? Хотелось бы закрывать нашу карточку, убирать все значения при клике на любое другое пространство, кроме нашей карточки. Сделать это также просто. Добавим еще одно событие, еще один клик, но уже по всему документу. И будем проверять. Если наша карточка с погодой будет содержать класс Active, class list contains active. Так, здесь нам восклицательный знак не нужен. И
И здесь вот как раз таки мы проверяем, куда пользователь будет нажимать. Если это не наша карточка, то мы просто убираем класс Active и возвращаемся в ту высоту, которая была изначально указана. 230 пикселей. Так, вроде бы все правильно. Давайте еще раз финально перепроверим. Ввожу свой родной город, Бобруйск, нажимаю на Enter. Так, видим, что данные о погоде указаны. Нажимаю на любое свободное пространство, и наша карточка закрывается. Еще можно очистить поле ввода, если мы нажали на другое место на нашей странице. Сделать это также очень просто. Добавим Search Box, Value, пустая строка. Так, проверяем. Enter. Нажимаем, и наше поле очищается. Попробуем ввести город, которого нет. Любой набор букв. Видим ошибку. Такого города не существует. Он не найден. Вот и все, друзья. Мы с вами с нуля создали приложение погоды, познакомились с API сервисом, поработали с API запросом. Я надеюсь, для вас это было максимально полезно. Если это действительно так, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Пишите, все ли было понятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Впереди нас ждет еще много интересного. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в новых видео.